Дом Михаила стоял на окраине деревни возле реки. Деревню со всех сторон окружали сосновые и широколиственные леса, места были очень красивые и живописные. Михаил был заядлым грибником, еще он собирал ягоды и целебные травы, чего в лесах было в изобилии. В начале сентября Михаил отправился в лес за грибами и ягодой брусникой. Этот год был урожайным на ягоды. Мужчина знал хорошо все тропинки в лесу, так как уже много раз там бывал. Собрав на поляне ягоды, он уже собирался домой, как вдруг услышал подозрительные звуки. Такие звуки мог издавать только медведь. В кустах он увидел маленького медвежонка, у которого была повреждена лапа, и он не мог двигаться. Медвежонок жалобно смотрел на мужчину. Михаил понял, что если не оказать ему помощь, то медвежонок может погибнуть, и он решил взять его с собой. В деревне был опытный ветеринар, к которому и обратился мужчина. Медвежонку наложили на лапу шину, и он остался жить у своего спасителя до выздоровления. Михаил заботился о своем питомце и упорно лечил и мази, готовил целебные и отвары из трав, но все же у медведя сохранилась хромота. Михаил очень привык к своему питомцу, он часто вечерами играл на музыкальном инструменте, пел песни, а медвежонок танцевал под его музыку. Михаил понимал, что вскоре придется с медведем расстаться. Когда медведь окреп и подрос, то голос свободы позвал его в лес, в свою родную стихию. Встреча со своим другом медведем у Михаила произошла спустя год. Когда мужчина был в лесу, то случайно повредил себе ногу. Двигаться он не мог, а до дома было далеко. Михаил от отчаяния начал петь любимую песню, и вдруг он услышал треск кустов, и на поляну, прихрамывая, услышав знакомую мелодию, вышел его друг-медведь. С его помощью Михаил добрался до деревни. Доброту и помощь, которую он оказал когда-то медвежонку, ему вернулась обратно.